На старейшей российской автотрассе М5, где-то между Рязанью и Пензой, есть населенный пункт, какого нет больше во всей стране. Его называют Шашлыкоград из-за невероятной концентрации придорожных кафе и закусочных. Сколько их здесь, точно не знают даже местные жители. Но и за пределами России известно о хлебосольном поселке Умет, маленьком населенном пункте в Мордовской глубинке. Трасса М5 «Урал», что соединяет Москву и Челябинск, похожа на все прочие российские дороги. За окном голые леса, пустые поля и пыльные обочины населенных пунктов. В этой однообразной, мелькающей за окном машины картинке ничего не предвещает того гастрономического буйства, которое открывается вдруг на въезде в поселок Умет. Мы ехали сюда специально и, конечно, знали, что это за место. Но все эти, кажется, бесконечные домики, мангалы, вывески с названиями просто изумляют. Сколько их тут? Попробую все-таки сосчитать, сколько в Умете придорожных заведений. 1, 2, 3, 4, 5, 32, 33, 100, 101, 102, 103, 104. 126, если не считать Сашеньки, которая закрыта. Но и эта цифра уже завтра будет неверной, ведь точное количество местных кафе – это загадка не только для нас, приезжих. О том, почему, обязательно расскажем. Но сначала надо перекусить с дороги. Здрасте. Накормите? Да, пожалуйста. Название кафе «Лори» в честь северной области Армении, откуда родом хозяева этой закусочной – Карлен и его жена Галина. Здесь у них довольно аскетично. Гостиная, в которой принимают посетителей, сени с печкой и маленькая кухня, где хозяин – это шеф-повар, а его немногословная супруга – видимо, все остальное. Берем мясо. Порезали. Так, масло сюда давай. Масло. Сейчас поставим на огонь. Вы разделяете как-то, кто у вас тут командует? Нет, шеф-повар, кто нет, подожди. Нет? Здесь разделение не тут. Я хозяин. Но она здесь занимается, а я шашлыком занимаюсь. Ну что, по-быстрому получилось. Кто-то из приезжих прозвал Карлена умётским королем солянки, вероятно, впечатлившись именно этим блюдом из их скромного меню. Поэтому мы просим хозяев угостить нас фирменным супом. И они гремят банками-склянками, подкладывая, подливая и подсыпая что-то в маленькую сковородку, загадочно булькающую на плите. Зелень давай. Это зелень, когда осенью сушеная зелень, а когда летом уже свежая зелень можно мешаться. Огурцы, перец, чеснок, мясо, все здесь, переправа есть. Сейчас кипятит, сделаем. Стоя у плиты, Карлен раз за разом повторяет, что он чуть ли не единственный в Умете профессионал, потому что в свое время закончил поварской техникум в Армении, чем очень гордится и даже диплом показывает. Вот, читай. Ну тут почему-то Михаку. Да это по паспорту, а так мне так надо. Михак по паспорту, Карлен по жизни. 20 лет назад он приехал в Умет, да так здесь и остался. Трасса М5 дала ему работу, но отняла ногу. Один из грузовиков, что ежедневно тысячами пролетают мимо, выскочил на обочину и сделал Карлена инвалидом. Но это почти что производственная травма от бизнеса его не отвернула, ведь дальнобойщики его основная клиентура, хотя и они в последнее время стали экономить на горячих обедах. Да, конечно, меньше стало. Чем идет, то меньше. Ну а вы работать-то выгодно еще держать все это кафе? Ладно, если нельзя, куда идти? Идти хлеб собирать, что ли? В разговорах у плиты мы с Карленом провели минут 15, не больше. И этого оказалось достаточно для приготовления фирменного блюда. Все, уже можно. Усадив нас за стол в гостиной, Карлен, кажется, с любопытством ожидал, что же скажут о его стряпне столичные гости. Приятного аппетита. Угощайтесь. О вкусах не спорят. И мне, честно говоря, солянка совсем не понравилась. Хотя мы же не телепрограмма, что неожиданно приходит с ревизией и разносит поваров в пух и прах. И вообще, здесь в Умете голодным захочешь, а не останешься.
где же ты, любовь моя? Для кого твои глазки горят? Для кого твое сердце стучит? Поздний вечер и 10-градусный мороз для него совсем не повод отказаться от песни на обочине. Гармонь как двигатель торговли. Поэтому хозяин кафе Юрий с говорящей фамилией Кашеваров не сидит в ожидании гостей, а зазывает их прямо с дороги. Для кого твое сердце стучит? С кем ты делишь печаль? Юра честно признается, при такой конкуренции, как здесь, в Умете, нужно быть пошустрее и погромче остальных, иначе бизнесу придет тихий конец. Поэтому зашедший в гости постоянный клиент для Юры словно лучший друг. Вот наш постоянный клиент. Так, ну-ка расскажи, как здесь себя кормят, как ты это самое, вот. Нормально. Снимают, значит, нас, елки-палки, в интернете посмотришь. Ух ты. Скажи, как все. Каждому слову «вкусно» или «хорошо» из уст клиента, да еще в присутствии нашей камеры, Юра радуется как ребенок, словно заклинанием волшебника, что принесут ему удачу в бизнесе. Откуда едете, чего? С Москвы мы едем. С Москвы, с вахты, да? Решили покушать. Ну вот, молодцы. Спасибо большое. Позади у них несколько недель трудовой вахты и 7 часов дороги. Впереди ночь в пути и родной дом. А здесь, в придорожном кафе, получается что-то вроде легкой разминки перед отдыхом. Мы с вахты. А где работаете? В Москве. В Москве? На стройке? Нет, боже упаси. Мы бензовозчики. Под горячее на столе появляется горячительное, и Юрина гармошка приходится как нельзя кстати. Повеселяет. Повеселяет. Баллады песни нельзя, наверное. Чего? Чего нельзя? Чего не надо там вырезать? Да? Чего не надо? Вырезать тут, собственно, и нечего. Из блатной песни здесь, в краю бесконечных мордовских зон и лагерей, слова не выкинешь. Удовлетворив музыкальные потребности гостей, Юрий рассказывает нам про себя. Не пьет и не курит, увлекается спортом, дружит с чемпионом мира по боксу Поветкиным, который в это кафе время от времени наведывается, и даже судит футбольные матчи. Рожук, Равилов, Сарайкин, Балакирев. Вот это Кашеваров. Но по какой-то невероятной иронии судьбы любимая игра вдруг стала угрожать любимому делу. Тут говорят, что в преддверии чемпионата мира по футболу, который летом 2018-го пройдет в России, все их придорожные заведения просто снесут, чтобы не портить виды проезжающим мимо иностранным гостям. Так что теперь жители Умета живут в тяжелом ожидании. Причем тут чемпионат? Пускай они там играют, веселятся, у каждого свое. У нас свой кусок хлеба, у них свой кусок хлеба. Причем тут это будет неправильно, если сделают так. На 3000 жителей Умета есть только один крупный работодатель – местная деревообрабатывающая фабрика, попасть на которую при неплохой по здешним меркам зарплате в 15-20 тысяч рублей очень непросто. На всех мест не хватит тоже. Вот. Ездят у нас в Москву, работают вахтометы, тоже люди, семьи молодые. И здесь, ну где, кто как приспособляется. Но большинство вот на М5, вот, как Господь Бог, как говорится, нам дал эту дорогу. За счет этой трассы живут многие семьи. Помимо самого Юрия, его жены и дочери, в кафе есть еще и наемные работники. Они кормят свои семьи, а хозяину оставляют время на любимое хобби – разведение голубей. 4 годика было у меня, когда голубей я завел первых. Сейчас уже 55. Никто не знает, что будет с Уметом, если эти кафе все-таки решат убрать. Скорее всего, сюда придет обычное для российской глубинки запустение. Однако в местной администрации говорят, что про снос кафе ничего не знают. По крайней мере, официальной информации на этот счет у них нет. Глава поселка предполагает, что это просто бизнесмены пугают друг друга. Да, они между собой общаются и приходят к определенным выводам, потому что многие люди потеряют работу. Ольга Дроздова возглавляет поселковую администрацию уже 4 года. Местных бизнесменов она хвалит и говорит, что это они сделали Умет знаменитым. Пользуется очень большим спросом данная услуга. Приезжает с зон, приезжает из поселков ближайших, потому что здесь действительно, здесь очень вкусно, приятные люди, приятное общение. С зон ради приятного общения приезжают, конечно, не заключенные, а начальство и персонал. Самим перекусить или угостить столичных гостей, что приезжают с проверками в колонии. Исправительные учреждения здесь словно градообразующие предприятия. Их по округе несколько десятков.
И обслуживание зон дает работу значительной части местного населения. Хотя Умет – это исключение. У них здесь свой бизнес, хоть он и не приносит денег в поселковую казну. Налоги абсолютно к нам никакие не идут. Они идут в районные бюджеты, федеральные бюджеты. Но они нам помогают не за счет налогов, а за счет того, что там работают очень хорошие люди. Глава администрации открывает нам стратегический секрет. В поселке по документам 147 предприятий быстрого питания, хотя было в несколько раз больше. Из-за кризиса кафе закрываются чуть ли не каждый день. И днем, и ночью Умет дымит своими мангалами. Жареное мясо во всех его видах готовят в каждом кафе. И угли для шашлыка все время должны быть наготове. По этой причине в Умете ежемесячно сжигаются 1000 кубометров дров. Хорошо, когда есть помощники. И не важно, что еще маленькие. Ведь особенности этого бизнеса они впитали с молоком матери. Дети постоянно с нами. Они вот как... У нас маленький родился, ему было полгода. И вот он с нами здесь как бы постоянно. Тут у нас стоял... коляска, да, Марина вот грудь давала в коляске, там клиенты, хорошо перегородка была вот маленькая, и вот она бегала, там готовили, я шашлык жарил, вот, и вот так вот. И двое детей постоянно, да, очень тяжело было. Сейчас малыш Арсен и его старший брат Арман с явным удовольствием помогают родителям. Например, аккуратно складывают салфетки и расставляют их по столикам. Еще одна. Это нехитрое, но трудоемкое занятие сэкономило их родителям минут 40 ценного рабочего времени, которого на кухне всегда не хватает. Дай мне соль и мои специи. Тиграну и его жене Марине приходится все делать самим. Они говорят, что так и не смогли найти себе помощников. Оказывается, рабочая сила в этих местах – большой дефицит. Многие, конечно, вот это, то, что пьют, вот это тоже есть. Вот. Молодежь уезжает, да, очень большая проблема. А вот работать толком не хотят. Да, народ обленился, работать никто не хочет сейчас. Все хотят сразу экономисты, юристы. А так сварщик нужен был, нет сварщиков. Свое кафе они открыли в Умете 6 лет назад, когда переехали сюда из Подмосковья, к отцу Тиграна. Начинать этот бизнес в окружении сотен подобных заведений, казалось, было безумием. К тому же не все умётские аборигены были им рады. Вначале, когда мы только начали строиться, было с этой вот стороны на нас вот типа... Извините, что вы нас обзывали, что вот зачем вы сюда приехали? Понаехали, да? Да, вот понаехали. такое оскорбление. Не, ну это как бы это и до сих пор остается, Да, это и будет, это всегда как бы, но, ну может быть не в лицо, но сзади. За кассовой стойкой мы замечаем фотографию. На ней хозяева стоят в обнимку со своим знаменитым земляком, почетным гражданином Мордовии Жераром Депардье, которого им довелось подчивать. Позвонили, что такой гость приезжает, надо стол накрыть. Ну, поехали с супругой, накрыли. Ну, все красиво, четко сделали. Ну, понравилось? Вкратце, да, очень понравился. Особенно коньяк 25-летний, армянский. Пока отец жарит шашлык, а мама варит харчо, дети готовят домашнее задание. Первокласснику Арсену задали прописи по-русскому и примеры по математике. А вот у старшего брата задача посложнее – прочитать рассказ на местном макшанском языке. В мордовских школах его зачем-то учат все, даже армяне. Шум брат Коля, шум брат Ваня. Коля Дона Эля от Ошса или Велеса. Сделав уроки, они сами накрывают себе на стол. Ведь родители все еще где-то там, в недрах кухни, а шашлык уже здесь. Ну, папа сам часто делает клиентам. Для нас так, раз в неделю. Нет, даже две недели. Где-то Ну, в 2 недели, 2 где-то раза. В 5 недель. Не. Нам вообще редко дают. А хотел бы каждый день есть? Как и когда Умет стал шашлыкоградом, никто уже и не помнит. Известно лишь, что случилось это в первой половине 90-х, когда здесь, как и во всей стране, было плохо и с работой, и с деньгами. Якобы кто-то из местных жарил мясо возле дома, а проезжавший мимо голодный дальнобойщик попросил продать ему порцию. Зато теперь в стране не сыщешь, наверное, водителя грузовика, который не знал бы об Умете. Александр в пути уже несколько часов, везет необычный груз. Там позади в прицепе у него несколько десятков коров для подмосковных фермеров. Сейчас дети мало видят коров-то. Были нормально, фотографируют, смотрят. Впереди еще часов 7-8 пути, так что в Умете он делает остановку у милых дам.
У каждого дальнобойщика в Умете есть свое любимое кафе с проверенной годами кухней. Они мои мальчики, они мои хорошие, я их всех люблю. Они все меня тетя Таней называют. Спроси, как он меня называет, скажет, тетя Таня. Тетя Таня, да. Татьяна Орешина – ветеран умётского общепита. Держит это кафе уже более 20 лет. Сначала, говорит, был только мангал с навесом, как и у всех начинающих, а потом дела пошли. И вот это уже настоящее кафе с кухней и наемным персоналом. У меня Гуля работает 7 лет, Лена у меня работает 5 лет уже. Девчонки у меня всегда чистенькие, хорошие, ухоженные. Мы не берем таких вот на работу, вот, чтобы вот пьяницы. Из-за того, что коллектив подобрался женский, Татьяна хотела даже назвать кафе «У милых дам вдали от жен», но потом решила не ставить репутацию своего заведения под удар. Тем более, что про них и без того говорят всякое. Кормим мы вкусно. Тут плохим делами не занимаются. Вот как говорят, вот, ой, вот собаки. Это неправда. Собаки, что там собаки? Ну, дескать, что мы с собаками. Режем собак, варим собак. Собак, ну да. Такого тут никогда не было. Никогда. История со слухами вокруг приготовления собак возникла не случайно. И связана она с одним из местных кафе, куда мы обязательно еще зайдем. Но здесь следов приготовления домашних любимцев, к счастью, не обнаружилось. Да и посетители вроде довольны. Вкусно очень, да? Так бы они работали и работали. Кормили бы проезжающих мимо водителей, обеспечивали бы свои семьи. Но эта история с возможным сносом придорожных заведений перед чемпионатом мира по футболу никак не дает им покоя. Мы честно предупредили хозяйку кафе, что адресат ее обращения вряд ли его услышит. Но тетя Таня решила все-таки попробовать. Я вот хочу попросить Владимира Владимировича Путина и всех, чтобы нас оставили. Чтобы к нас в 2018 году уж не убирали просто бы, дали бы нам просто жить вот. Если мы сейчас уйдем отсюда, мы уже просто поселок вымрет. Пока же в Умете кипит жизнь. Останавливаются и отъезжают машины, дымят на обочине сотни мангалов. В каком-то из заведений провожают в последний путь, а где-то отмечают дни рождения. В кафе «Очаг» царит веселье. Кате, внучке бывшего главы райцентра, исполнилось 18 лет. Живет семья в соседней Зубовой поляне, в поселке, которым руководил дедушка. А праздник все равно устраивают здесь, на большой дороге. Мы спрашиваем главу семейства, почему они гуляют не у себя, не в родном поселке. Говорит, здесь веселей. Бывший начальник, он с удовольствием вспоминает, что именно при нем зарождался этот фирменный умётский бизнес. А теперь он и сам ест, и другим дает. Водитель должен где-то прикусить, попить водички, закусить что-то. На самом деле это большущий, питательный, хороший комплекс для водителей. И я считаю, что это правильно. Для придорожного заведения здесь богатый выбор. Мясные и рыбные блюда, всевозможные закуски, сладости. Кажется, вот-вот и стол обрушится под тяжестью еды, но хозяйка несет еще и еще. Марине и хозяйка, и повар, и официант. Вдова, мать 3 детей, она управляется с этим кафе одна. Просто удивительно, как она все успевает. И готовить, и следить за банкетом, и с нами разговаривать. Это надо делать шарик, чтобы с этого люля-кебаб делали, поэтому. Сейчас пойдем люля-кебаб жарить. На рекламном баннере снаружи вызывающая надпись «Чемпион по шашлыкам». Соревнований, конечно, не проводили, но, похоже, никто в Умете этого звания особо и не оспаривает. И шашлык, и люля сами тоже делаете? Да, полностью. Обычно считается, что это мужское занятие больше. Поэтому у меня и называется «Чемпион по шашлыкам». Пока в соседней комнате полным ходом шло веселье, Марине успела накормить и нас своим чемпионским шашлыком. Вот это и есть ваш фирменный шашлык, да? Да, люля-кебаб и которому шашлык. вы чемпион здесь, да? В Умете. Это самое главное люля. Спасибо. Так что приятного аппетита. Спасибо большое. Он действительно оказался хорош, хотя справедливости ради нужно отметить, что чемпионство Марине подтвердить мы не можем. Ведь для этого нужно было бы отведать 150 порций во всех умётских кафе, а это, наверное, невозможно.
На фоне гастрономического разнообразия Умета одно из местных заведений стоит во всех смыслах особняком. Samsung – это не телевизоры и не телефоны, а лапша и салаты. Это корейская домашняя лапша кукси. Клиент заказал. Луиза Феофановна Пак – достопримечательность Умета. 20 лет назад она случайно приехала сюда из Ташкента, где родилась и полжизни проработала альпинистом-инструктором. Если бы вот этой заварухи не было бы в стране, я бы, может, до сих пор ходила. Мне 71 уже. Но такие простые восхождения я все равно делала. Она держит себя в отличной форме. Каждое утро делает на улице гимнастику. И вместо кафе, говорит, с большим удовольствием открыла бы здесь оздоровительный центр. Вот только в России гораздо охотнее едят, чем лечатся. Так что пришлось встать за плиту. Что это вы такое подкладываете? Кунжут обжаренный, молотый. Дает вкус хороший. Те самые слухи про то, что в Умете якобы готовят собак, возникли как раз из-за нее. Мол, если кореянка, значит обязательно должна делать собак. Луиза Пак на эти разговоры уже давно не обращает внимания. Главное, что знающие люди ее кухню любят и ценят. Да я сам со Средней Азии. А, жили там, да? Да. Там очень много корейцев. Поэтому привычны как бы к этой кухне. Мне не нравятся шашлыки. Готовят не нравится. А корейская кухня очень вкусная, привычная кухня. Единственный способ проверить это – попробовать самим. И Луиза Пак показывает, как лучше есть ее стряпню. Так, все перемешайте, ешьте вилкой. Так. А вот это держите вот так на ладони. И ешьте вот так, да. Вот так? Да. А то сейчас обольете себя. Нормально? Так в Корее побывал. Да? Невзирая на возраст, она все делает сама, потому что помогать некому. Здесь, в этом маленьком кафе в мордовской глубинке, раскрывается общероссийский парадокс. Работа есть, а работать некому. Я не найду ни одного работника. Я могу даже половину, даже напополам. Не идут, не хотят работать. А почему? В чем проблема? Ну, а как же наша верхняя власть будет всей страной править, если я не могу в этой маленькой кухне справиться? Вы представляете? Это невозможно. Это надо что-то... А людям давайте много-много денег. Если он не хочет работать, он не будет работать. Сколько бы вы ни давали. Кто виноват и что делать, не знает даже всезнающая Луиза Пак. Иначе давно бы заимела себе помощника. Но если ехать мимо Умета и не знать всех этих маленьких тайн малого бизнеса, кажется, что здесь живут очень трудолюбивые люди. Иначе обочины этого поселка не были бы забиты машинами, а были бы такими же пустыми и пыльными, как и прочие российские обочины.